Первую неделю нашего велопутешествия по Шри-Ланке здесь все было спокойно, и местные нас уверяли, что здесь слишком жарко для коронавируса. 50 градусов по Цельсию на солнце, и мы крутим педали. Но 12 марта все поменялось. «Корона!» – начали кричать местные при виде туристов. Мы поняли, что лучше никуда не ехать, а подождать развития событий там, где мы уже находились, то есть в Канди. Именно здесь, в Канди, мы оказались во время распространения коронавируса по всему миру и закрытия границ. Мы начали искать здесь жилье. Главные пожелания к жилью были надежная парковка для байков, хороший интернет, окно в комнате и возможность готовить. Такое жилье мы нашли аж на 3-й день проживания в Канди. До этого мы 2 дня таскали велосипеды с одного холма на другой. Нам очень повезло, что нам все-таки удалось здесь поселиться. Хозяева оказались очень приветливые, хотя поначалу они нас не ждали. Когда мы забронировали это жилье, они отменили наши брони, прислали сообщение: извините, из-за коронавируса мы не можем вас принять. Но мы не прочитали сообщение и приехали. И как следствие они нас приняли. Так как мы сюда уже приехали, на следующий день мы спросили, не против ли они, если мы останемся здесь еще, потому что другие гестхаусы тоже уже начали закрываться из-за коронавируса. К счастью, наши хозяева не возражали. И вот мы тут живем уже почти неделю. Как проходит наш день? Я нашел видео, как мы проводим время на карантине. Мы договорились, что каждый день в 9 утра нам готовят завтрак, поэтому каждое утро мы пробуем новые блюда шри-ланкийской кухни. Обычно это рис, карри, лепешки, роти, сладости из риса, кокоса и многое другое. Что мы едим сегодня? Сегодня у нас есть бурячок, такой вот шри-ланкийский борщик, баклажаны в кляре. И рис в кокосовом молоке. С тамарином. И несменные бананы. К нам приходила полиция и спрашивала, как нас зовут, сколько нам лет, откуда мы. Странно, что не спросила наши паспорта. Чтобы не напрягать хозяев, мы решили выходить за продуктами раз в 2 дня, но сегодня правительство Шри-Ланки решило принять комендантский час. Сегодня 20 марта, и правительство Шри-Ланки решило ввести комендантский час на всем острове. С 6 часов вечера пятницы до 6 утра понедельника все будет закрыто, и по закону нельзя будет выходить из дома. Поэтому что надо сделать? Закупиться. Затем мы с хозяевами на их машине поехали в большой супермаркет, где люди уже начали сгребать еду и накупили себе еды на эти ближайшие 3 дня. Что меня удивило, паники в супермаркете не было, и большинство людей было без масок, даже кассиры. Фу, вроде все купили. Итого у нас около 10 пакетов. Объедимся. К комендантскому часу готовы. Мы решили рассказать вам, чем мы закупились на эти 3 дня комендантского часа. А вдруг его продлят? У нас есть 2 пачки макарон, 5 литров воды, килограмм риса, десяток яиц, 7 банок рыбных консерв, картошка, бобовые, печенье, овощи, фрукты, сыр. Надеюсь, нам этого хватит. Такой вот набор первой необходимости нам обошелся $30-35. Чем мы занимаемся дома? Монтируем видео, пишем статьи, выходим на балкон, общаемся с попугайчиком, готовим. Утром у нас шри-ланкийский завтрак, а вечером у нас украинский ужин. Сегодня мы готовим макароны с сыром.
Кроме нас, на Шри-Ланке еще больше 600 украинцев, которые не могут попасть домой, так как посольства Украины на Шри-Ланке нет, а посла Украины из Индии сюда не пустили из-за вируса, то пришлось 2 украинским ребятам, которые живут здесь уже 5 лет, организовывать эвакуацию украинцев. К сожалению, не все оказались в таких хороших условиях, как мы. Многих выселяют из отелей только потому, что они выглядят как туристы. А к туристам здесь особое подозрение. У некоторых заканчиваются деньги, поэтому многие ждут эвакуацию домой, но, скорее всего, она будет не бесплатной. Вечером мы смотрим фильмы, и сегодня мы решили посмотреть фильм «Заражение». Что будет завтра, мы не знаем. Каждый день меняются правила, закрываются границы, вводятся новые ограничения. Поэтому каждый день это сюрприз для нас всех. Мы желаем вам здоровья, соблюдайте меры предосторожности. Надеемся, что эта эпидемия вас не коснется.